Всем привет! Возникла необходимость сборки новых колес с использованием тонких спиц. И оказалось, что для спиц диаметром меньше, чем 1,8 мм необходимы специальные клещи для удерживания этих спиц во время затяжки. Для этого существуют специальные инструменты фирменные, Park Tool, там еще какие-то, но стоят они, понятно, не дешево. Их нужно заказывать, ждать. В общем, поискал в интернете, что можно придумать для этого. И оказалось, в англоязычном ютубе есть ролик по переделыванию вот такой штуки в инструмент для удержания спиц. Эта штука нужна для натяжки тросиков. В принципе, на велосипедах, наверное, можно использовать, в мотоциклах. Я никогда не использовал, необходимости не было. Сюда кладется тросик. Он зажимается. Вот эта штука упирается в то место, откуда он вылазит, и тросик натягивается. Вот из нее, в принципе, можно сделать необходимую тулзу. Но для этого ее нужно немножко переделать. В исходном состоянии она немножко не годится тем, что полностью в таком закрытом состоянии, если зажимать спицу, она ее будет изгибать в этом месте, потому что здесь вот, если присмотреться, видно, что спица не прилегает полностью в желобке в этом. Поэтому необходимо проточить верхнюю часть вот этого ушка над филечком. И, по крайней мере, одна проблема будет решена. Спица будет зажиматься. И, по идее, все должно быть хорошо. Но это не все. Но сначала нужно сделать это, потом будем двигаться дальше. Кстати, спицы будут использоваться 1,65 мм. Боттированные. Взял штангель, но, по-моему, тут ничего не будет видно. В общем, поверьте, 1,65 мм. И второе условие, первоначальный функционал этой штуки хочу сохранить. В том ролике, про который я говорил, человек отрезал просто вот так эту ногу, потому что в нашем случае она не нужна. Я же хочу ее сохранить. Поэтому пока работаем надфилем, а дальше будет второй этап. 5 минут, круглый надфиль. И здесь места стало явно больше. Теперь спица прилегает плотно. Где-то так. Ничего не касается, все должно быть нормально. Следующим действием нужно зафиксировать вот эту лапку, чтобы она никуда не ходила. В том ролике, о котором я говорил, человек просверлил приблизительно здесь отверстие сквозь и лапку, и вот эту пластину, нарезал резьбу и таким образом зафиксировал. Что мы также и будем делать. Сделал разметочку. Точечка показывает центр отверстия. Винтик будет М4. Шаг резьбы 0,7. Соответственно, отверстие 3,3 мм. Нашел сверлышко. Винтики, метчики.
Сверлим, режем, пилим. Двигаемся дальше. Прошло немало времени. Отверстие просверлено, резьба нарезана, винтик вкручен. Спица фиксируется очень серьезно. Надеюсь, все получится в ближайшее время. И когда буду затягивать ниппеля, не удастся свернуть ни одной спицы. Ну и в общем цель будет достигнута. Спасибо за внимание. Пока.